Бистмастер. Некрофос. О, вот и Пудж. Тот самый Пуджик. Пуджинатор. Бородач, а что он стримит? Он в кастомку не играет. Развивается платьишко. Некрофоса, платьишко. Погнали стакать косу. Заберем свою удачу. Коль дают. Раньше они прислали вот сюда на почту. Я, по крайней мере, об этом не знал, но было время, когда они прислали удачу вот сюда на почту. Уже давно такого не было. Выжигание, да, выжигание. Выжигание лица, да. Примерно. Просто Arrow, бедлам. Ладно, пока пойдем так. Больше шансов на то, что выпадет коса. F8 не нажимается. Так, а что у нас там по рекордам? Мы, кстати, тогда в дуосе, как последний раз, когда вот играли с чуваком, мы дошли до 99-й. По-моему, 100-ю мы не прошли. Рекорд 134. Ну, у нас там была не такая же прям жесткая сборка, но... А, ну вот, мы прошли 100. Дошли до 100-й. 55 минут. Да, было, конечно, потенько, но было прикольно, зато весело. Мне понравилось. Не, ну коса-то выпадет, да, это понятно. Магус нужно вот это все 100%. Можно, конечно, попробовать увеличить реген. Неважно, да? Коса или не коса, магус, не магус. Но можно просто на некрофосе пойти именно через восстановление, даже вот просто в Master of Wells. Потому что Master of Wells работает с пассивкой. Чтобы вы понимали, Master of Wells работает с пассивкой некра. Если попробовать именно через эту страту, то в теории, может быть, даже что-то и получится. Там на самом деле я не знаю, конечно. Неужели попробовать? Сыграем в дуос? Да хоть сейчас. Лучше расскажи, как ты без зарплаты. Это же бред какой-то, самый настоящий бред. Как жить без денег? Думаешь такое о себе? Не, ну просто вот смотри. Реализация Магус и коса. Это, как говорится, мы уже триллион раз видели. Мы знаем, что это такое. Мы с этим играли. Мы понимаем, как через это играть. А вот как сыграть на некрофосе через мастера? А, выкрутишься? Я понял. Не, ну если ты выкрутишься, это уже, конечно, другой вопрос. Просто смотри, там есть Master of Wells, Магуса там нет. Какой шанс того, что я найду Магус? Какой шанс? Шансов процентов 10, наверное. А попробовать все-таки поиграть на некрофосе через пассивку восстановления и Master of Wells, чтобы пойти через пассивку именно за счет хила. Потому что пассивка с мастером работает. Но как это будет выглядеть в лейт, мы пока не знаем. Вообще, в теории можно попробовать. Нет, это не пофиксили, потому что пассивка некра имеет категорию урона нет. Вот написано категория урона нет. Поэтому вот написано не имеет категорию урона заклинания. Вместо этого заставляет противников терять здоровье, из-за чего на способность не действует в Master of Wells и Veil of Discord. Понятно, да? Просто тогда у меня не будет обратка работать. И идти по этой страте, конечно, в любом случае тяжело. Особенно против крипов. Тут нужно бить с руки.
Это только если выжигать лицо и... Именно в том случае, что если у тебя, например, огромнейшее количество хп, просто гигантское, ты просто выходишь в лей за счет большого количества хп, и все. Я пока мистер пассивка, ему. Не, через хиллера такое себе. Думаешь, через хиллера можно сделать дофига восстановления? Не. Не, ну по идее попробовать стоит. Попробовать можно, опять же, да. Просто попробовать. Но что это дает? Там хиллера, во-первых, нет. Дарует шанс уклониться от атаки 35%. Дополнительная скорость передвижения 35%. Дополнительное сопротивление эффектам 35%. Она просто включает ульту Мерт, и меня нет. Нормально, да? Конечно, тактика такая себе. Но я же говорю, что в этой кастомке иногда бывает случаются вещи, которые ты даже не думаешь, что оно может произойти. Но на самом деле иногда стоит попробовать, просто посмотреть, как это работает, на что это может повлиять, что и вообще из себя это представляет, насколько это сильно. Но опять же, да, вот Master of Wells теперь не 50%, а 45%. Конечно, было бы 50, было бы поинтереснее. Вообще было, по-моему, 75, да? Чи 60. Сколько Master of Wells давал? Да потом они сделали 50. И довольно долго было именно 50. Ничего тут нет такого жесткого. Жалко, но ничего нет жесткого. Заклинание. Все не то. Все какое-то просто вокруг да около называется. Баш. Тут тоже категория урона заклинания, поэтому с мастером, увы, не будет работать. Неужели взять баш? Что-то я какой-то херней страдаю, по-моему, не? Не кажется вам? Потому что мне ничего просто не падает нормального, блин. Хотя вот если логически подумать, а как играть против боссов, к примеру, с мастером? Потому что пассивка не будет выжигать. Нет, пассивка через Bloodstone не вампирит. Вот если найти голема, добавить себе хп, да это интересно. Чисто добавить хп. Что-то мне подсказывает, это надолго. Неужели у него вылетело, походу? К сожалению, ничего интересного. Шанс промаха 40%. Шанс промаха. Гася их откидывает нормально.
Нормальная игра, хорошая. По-моему, это было слишком изи. Вот это он мне выжигает лицо, офигеть. А как жить? Выжигается лицо. Даже просто горение, да? Торчерка плюс земелья. Выжигается лицо. 700, 700. Да, почти одинаково. 752, 762. Нормально. Жесть. Ставки 999. Прикольно. Интересно, а что можно вообще там взять? Ничего такого. Тут получается вообще ничего мне не подойдет. Агоним с гифта даст статы. И чё толку? Моментум бесполезно. Лейт Блумер в лейт идти такое себе, конечно. Да, вроде интересно, вроде прикольно, но не то. А если взять Master of Wells, тогда будет отключена и пассивка, и любое заклинание. Обратку нельзя брать, только выжигать лицо этим. Мне кажется, это тупая острота. Что-то мне подсказывает, что это полный бред. Сабзера нет. Скорее всего, нет. Там написано... Тут написано именно пассивка способность наносящая урон имеет 10% для заморозки противника, обезоруживания, оцепенения 3 секунды. Да в этом нет смысла, поверь. Потому что там перезарядка 6 секунд. Каждый враг может быть заморожен только один раз за 6 секунд. Это мало. Была бы перезарядка секунду 2, она постоянно замораживала. Взять кукловода, ну или хотя бы секунды 3,5, там 4, пускай, да? Взять сюда кукловода. Как-то помансить. Теория есть в этом какой-то смысл, да? Но опять же, насколько большой этот смысл? По-моему, просто лютое дерьмо. Нормально, такое ощущение, как будто она вообще не продамажила. Не, ну Андерлорд, конечно, сильный, видно. Ну, я имею в виду сильно не в плане игры, а именно в способности жесткие. Рандом? Думаешь, рандом? Не, ну если это будет челлендж, тогда можно будет зарандомить, а так... А так что-то не знаю, что-то не хочется рандомить. Не, ну как бы я согласен, что... В любом случае, это прикольно, это... Там что-то есть. Типа какой-то вайп, да.
Фига себе, а что это за тычки? Это глайвы так вылетают? А? Это глайвы через дальность атаки так вылетают? Нормально. Кстати, прикольно выглядит. Эффект удара прикольный. Сами головы тоже дают эффект удара. Но там как будто у него тычки замороженные, серьезно. Прикольно. Ну, в теории, если бы у меня был бы этот, как его... Чисто в теории. Так логически подумай, да, если у меня был бы иммунити, просто заабузить иммунити, да? В этом есть какой-то смысл. А мастера Вэлл забрать, особенно сейчас, конечно, как-то... Что-то не то, по-моему. Да, ломайся полностью. Ломай себе лицо. Подожди, сколько у нас перезарядка? 4,9. Да, получается, что если взять нетерпеливость, то можно даже какое-то время пробыть в пейшифте. Так, опа. Ты еще и бьешь шардом всех. Нет, такого челленджа мы не делали, потому что этот челлендж невыполним. Ты не можешь выиграть игру там, где 6 и больше способностей одной способностью. Невозможно. Это если этот челлендж будут выполнять все, тогда условия равные. Тогда, допустим, изи. Главное, чтобы способность была хорошая. Потому что бывает иногда у кого-то прям жесткая хрень, да, у тебя какая-то лажа, думаешь, блин, нечестно получается. Ну тоже, да, вот как ты возьмешь одну способность, это только если ты что-то нашел, взял и не вкачиваешь. Да, и, соответственно, потом дальше, когда роллы появляются, ты берешь и берешь нужно то, что тебе выпало. А не то, что тебе, например, выпало первой способностью, то и взял. Нет, такой челлендж невыполним, к сожалению. Это нереально. К сожалению, нет. Это тактика пацифиста называется. И говорит, а как? Что как? Что как? Как убить или что он имеет в виду?
Говорит, ударить не мог никак. Ну так логично. Гост, ноуздайв, фейс-шифт, гост, ноуздайв. Как ты ударишь? Этот челлендж для этой кастомки невыполним через одну способность. Челлендж на рандоме. Это еще может быть куда ни шло, но, к сожалению, то, что ты говоришь, нет. Слабенький реген. Плюс 15 к усилению восстановления от Ghost Shroud. Усиление восстановления 75%. И еще плюс 15, офигеть. 90% усиления. Восстановления. Это мощно. Ну да, получается у меня 110, я нажал Ghost Shroud. Это без 15%. У меня реген увеличился на 83. Просто нажав способность. Офигеть. Вот здесь херово. Вот про что я говорил. Что здесь пассивка не работает. Если бы эта пассивка работала на боссов, просто хотя бы половину своей силы, в этом был бы какой-то смысл. А так, то, что она не работает на боссов, это, конечно, это ужасно. Да какое слабое лобби? Где ты видел в последнее время слабое лобби? Тут сейчас в эту кастомку играют в основном только заядлые игроки, которым еще кастомка не надоела, которые пытаются что-нибудь сделать, что-нибудь пообузить. Тут уже нет тех людей, которые как раньше, да, просто так заходят. Их очень мало осталось, их просто практически нет. Не понял, для этой штуки нужна цель? Я думал, не нужна цель. Что за бред? По-моему, это какая-то чушь, не? А, он еще и в инвизе бегает, я понял. Ой, блин, тут сидишь, кайфуешь, просто ничего не делаешь, по сути, да? У него нет шанса выиграть. И тут человек пишет, я в ахере, типа, что происходит? Блин, это больше всего мне нравится в этой игре, то, что происходит именно вот так вот. Не то, вот, когда вот чел берет воин устранения, да? И всех развалит. Это неинтересно, это мы уже видели, это мы знаем, это просто бред. А вот когда вот такое происходит в игре, когда тупо человек просто говорит, типа, как, что, в смысле? И ты такой, да вот так вот, а что, ничего сложного, по сути. Вот это вот больше всего, в этом есть какой-то вайб. Это просто прикольно. Самое интересное, что я до сих пор без перка, и мне нормально. То есть я дефать могу.
Просто если пойти, к примеру, через Master of Wells, тогда придется идти в физа. Потому что смысл идти в мага или в танка, когда у тебя, по сути, работают только конкретные способности. А это там суммоны, физ, урон. Что-то в таком духе. Поэтому я думаю, что сейчас в Master of Wells мне идти бессмысленно. Только лишь какой-нибудь Sub-Zero, да, и то не получится. А что, я могу себе позволить, и что? Без перка играть не сложно. Ты думаешь, сложно играть без перка? Нет. Вот сыграть без перка, тут еще нужно постараться. Попробовать, по крайней мере, стоит иногда, да? Сделать так, как тебе хочется. Почему бы и да? Просто попробовать. Нормально у меня такое табло, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И пиццу заказывала, и я хочу пиццу. Можно мне пиццу? Лучше бы ты мне задонатил на пиццу. От этого я бы не отказался. Я бы тоже пошел бы себе заказал пиццу. Сопротивление эффектом 50%. 50. %. Я вот думаю, стоит ли брать Celestial или нет. На Бресте да? А я не помню. На Бресте... Не, ну на Бристолбеке вообще без перка, по сути, не сложно. Что сложного? Сам по себе Бристолбек уже легкий герой. У меня способность
Имеет перезарядку 1,4. Офигеть. Но это, к сожалению, не имба, конечно. Если бы она добавляла какой-нибудь там процентный дэмэдж, перезарядка в 1,4 секунды, конечно, прикольно, прикольно. Вот кто-нибудь скажите мне, вот интересно вот эта сборка классическая. 2 идеальных подсейва, ганслингер, дуэль. По-моему, это мы все видели, это мы все знаем, это классика. И тут просто ты берешь мастера Велс и все. Ну, понятно, что не под вот это. Спасибочка, 2800 дэмэджа. Самое интересное, он включил БКБшку, а она ему не помогла. Блин, вот, конечно, вот эта херня непонятная. Герой превращается в большой снаряд, летящий в местоположение указанного существа. Долетев, снаряд применяет диспульс на врагов. Я думал, он работает без цели, но для этого нужна цель. Привет, как ты играешь? Не знаю, просто зашел и играю. Продал аккаунт, а ты до сих пор играешь. Да, мы все еще здесь, мы все еще с вами. Мы пытаемся продвигать как-то свой канал. Не забывайте ставить лайки. Мне кажется, 100% могу с уверенностью сказать, что мой канал как бы особо не продвигается. Это логично, это понятно, но... Как говорится, когда ты движешься к своей цели, иногда чего-то достигнешь. То есть, и когда-нибудь чего-нибудь достигнешь. Фига себе он непробиваемый, ё-моё. Ну там змейки какие-то слабые вообще. Змейки ни о чем, потому что у него нет усиления змейк. Человек с ником Стиллер. Нормально, да? Чё он Стиллер? Да ё-моё, я не могу нажать на кнопку. Это какой-то бред. Кстати, это спасло, да? Оно меня восстановило, но я все равно исчез. Не убивайте. Я застрял. А я могу вылететь. А, лохи.
Где отображение моего доната? Где отображение доната? Какого доната? Все должно приходить, но оповещение... А, я увидел. Спасибо, спасибо. Закажем себе пиццу в любом случае. Сегодня же. Спасибо за 550 рублей. Спасибо. Так вы почаще приходили бы донаты, было бы вообще просто классно, круто, зашибенно, как по-другому еще сказать, что без мата. Блин, какая же это классика? Когда противник даже не понимает, что ему нужен обычный нулифайр, чтобы сбить гост. Надо пойти себе еще чайку сделать. Горяченького. Так, сколько здесь перезарядка? 5,3. Зато вот так вот на крипах можно исчезать. Бам, и исчез. Бам, и исчез. Бам, и исчез. Подожди, так это еще без этого. 3,9. 3,6, 3,9. А, вот это прикольно. Нормально, блин, да? А ветра ты мне зачем поднял? Зачем меня ветра поднимать? Лучшая хрона, да, даже лайкну. Это была идеальная хрона. Блин, и пассивка работает, да. Она дамажит, но слабенькая. Было бы как-то посильней. Но все равно как-то не хватает дэмэджа. То есть логично, да? Он вроде есть, но... Ну как будто его и нет.
Какие мувы, да? Как вам мувы? Я нажал реинкарнацию, реинкарнировал, поменял я. Жесть. Это мувы. Да-да, я понимаю. Ауч, фига себе вы бьете. Удачи. А, ну тут можно ливать. Тут нет шанса выиграть. Мне уже и пассивка этого выпала. Сейчас осталось только Quill Spray, да? Чтобы на крипах стоять и чилить. Нет. Ничего не дают. Подожди, а сколько вот так вот? 34, да? Ну, как бы ни о чем. То есть, вроде что-то есть, но как-то что-то вокруг да около, как будто. Моношилд. Ай, да. Осталось только моношилд взять. Именно его. И сразу же выбил. Не, ну чё, я еще какой-то дэмэдж вношу. То есть вот он. Вот он дэмэдж. Он есть. То есть я не могу сказать, что дэмэджа нет, он есть. Да, он, конечно, не огромный, но он есть. Но, тем не менее, вот 62-я волна, 64-я. Я понимаю, что у меня шансов нет, но... По крайней мере, стоять, кайфовать на крипочках можно. Ну, просто чисто кайфовать, да. Quill Spray не дают. И так не играю. Ну, 388. Мало, слишком мало. Он меня не пробил. Он забашился об Крэге. Лол. Не, ну Крэги прикольная тема. Но только когда тебя не пробивают. А когда тебя бах-бах, тут логично. Лицо у любого исчезнет. Блин, когда у тебя вот это тебя переигрывает. Да, у меня, конечно, сопротивление эффектом 56%.